Всем привет, я Марина, и с вами Школа Сакрамел. Верхние формы – это очень быстро. А что, если сделать их сразу на готовность с цветным гель-лаком? Давайте посмотрим в этом видео. Поехали! С таким исходником ко мне пришла модель. Этим ногтям более 1,5 месяцев. Они прилично так отросли, но при этом видим, что покрытие выполнено не совсем ровно, не совсем качественно, хотя выполнял мастер. В салоне он тренировался, видимо, при поступлении на работу, по словам модели. Наша задача сегодня выполнить преображение этих ногтей, и будем работать в технике наращивания на верхние формы сразу с цветом. И когда я начала снимать покрытие, я обратила внимание, насколько сильно насадка зарывается. Это говорит о том, что для укрепления использовали просто базовое покрытие. И думаю, что, возможно, поэтому произошел такой эффект: усадка материала, неровная архитектура, а также сломы. Все-таки для такой длины рекомендуется уже твердое покрытие, чтобы была хорошая носибельность, а также для хорошей архитектуры. Снимаю и убираю свободный край. Поскольку ногти многие вверхрастущие, трамплины, то в таком случае необходимо полностью убрать свободный край для хорошего моделирования на верхние формы. В противном случае этот вверхрастущий ноготь будет прорезать материал, и, возможно, ногти также получатся взлетными. Поэтому подпиливаем. Указательный был сломан по 2 сторонам и видны трещины, необходимо их будет отремонтировать. Подготавливаем ногти к моделированию, все стандартно по схеме, шлифуем поверхность и выполняем комби-маникюр. Для этого использую алмазную насадку пламя с красной насечкой. Кутикула у модели нормальная, поэтому работаем в технике комби. Конечно, более подробно о техниках маникюра вы узнаете на наших обучающих программах. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний Школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании. И, конечно, подписывайся на канал. Наносим праймер, так как до этого были проблемы с носибельностью материала, были большие отслойки, и пластичную базу. Выбираю среднее кислотное покрытие, чтобы дополнительно не иссушать ногтевую пластину, к тому же местами травмированную. И на непросушенное базовое покрытие устанавливаю полимерные нити, чтобы отремонтировать трещину по точке вроста на указательном. Прихватываю фонариком, оставшуюся часть можно оставить, либо убрать, я это делаю кусачками. Приступаем к подбору верхних форм. У меня от бренда Ready to Go, поэтому они формируют правильную архитектуру от кутикулы до свободного края. Кстати говоря, эта техника с нанесением цветного гель-лака не новая и уже была давно придумана. Даже на нашем мероприятии Nail Блеск ее показывала Мария Кидяева, создательница. И я решила ее попробовать. Я долгое время откладывала и не пробовала. Думала, ну ладно, как-нибудь потом. И вот думаю, что время настало. Сначала прокрашиваю подложки цветом в 2 слоя. Выбрала достаточно плотный оттенок, посмотрела, насколько он хорошо просыхает. Вроде все хорошо, поэтому для данной техники он подойдет. Для архитектуры буду использовать прозрачный гель-желе. За счет того, что это гель-желе и он прозрачный, он должен быстрее полимеризоваться и просохнуть внутри формы. Отпечатываем, и наша задача максимально близко установить кутикуле верхнюю форму. Доводим до линии кутикулы и быстренько подсушиваем фонариком. Распределяю изнанку, также ее можно зафиксировать, и отправляем в лампу на окончательную полимеризацию. Продолжаем моделировать оставшиеся ногти. Тут самое главное, чтобы лампа, которую вы используете, была мощная, не слабая, а также сам цвет пропускал ультрафиолетовые лучи. Ну, я считаю, что у меня очень даже неплохо получилось для первого раза. Как вы считаете, вот такие отпечаточки у нас получились. Теперь необходимо убрать липкий слой в зоне кутикулы под ногтевой пластиной и произвести опил. Форму пока что не трогаю, сделаем это позднее, после того, как опилю боковые стенки и некоторые фрагменты геля, которые вылезли в зоне кутикулы и которые меня не устраивают. Делаю это при помощи алмазной насадки. Поверхность шлифую при помощи мягкого бафа, для того, чтобы топ не скалывался.
И вот в некоторых моментах, где пропилила, либо, может быть, насадка задела, в этих местах подкрашиваем гель-лаком тоненькой кисточкой, чтобы было аккуратно. Тут, конечно, такая очень щепетильная работа. Не пропилить этот материал, чтобы цвет не изменился. В общем-то, я поняла, что нюансов немало и требуется больше практики. Покрываем топом в средний слой и только затем уже убираем длину. Придаем ее окончательно. Думаю, что такая техника моделирования сразу с цветом на готовность будет отличным решением, например, если клиент торопится. Да и в принципе это ускорит процесс наращивания ногтей. Самое главное разобраться с этой технологией, отработать ее, и тогда точно будет получаться. Гелем, который использовала в данном видео, поделюсь в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь обязательно и туда, у нас там море полезной информации. Выпилила неровности на изнанке, покрываем их топом. Вот в сравнении две руки, до и после, как вам? Делитесь в комментариях, как вам такой эффект преображения ногтей. Смотрите на канале и другие полезные видео с наращиванием на верхние формы. Но я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!